Öyle biz bu duruma düşeceğimize biz öyleydik. Bu nedir ya? Bu savaşı biz başlattık, biz kaybetmeyeceğiz. Haydi! Savaş benim, ben de karşınızdayım. Kansa kan. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Давайте вместе посмотрим, что произойдет в новой серии. Почему Серхат развязывает войну? Нападет ли Зиян Ага на свадьбу? Сможет ли Султан Ханем убедить своего сына Серхата отказаться от войны? Поддержит ли Мирьем Ханем свою дочь Йылдыз и не позволит ей остаться его второй женой? Вернется ли Йылдыз в дом матери? Будет ли раскрыт план Мирьем Ханем убить Мелек? Сойдет ли Зиян Ага с ума, услышав о том, что дочери Мирьем Ханем сделали для Йылдыз? Улучшатся ли отношения Мелек и Серхата? Как Серхат объяснит это Мелек? Разведутся ли Серхат и Мелек? Когда Йылдыз и Мелек, две сестры, поймут, что влюблены в одного и того же мужчину? Ворвется ли Серхат в особняк Зияна Аги и убьет его? Серхат сошел с ума, и что остановит его от выстрела в Зияна Агу? Все это и многое другое в этом видео. Если вы хотите, чтобы Серхат не стрелял в Зияна Агу, узнал, что Йылдыз, женщина, на которой его заставили жениться, его сестра, взял их обоих под свою защиту, любил Мелек, а Йылдыз поддерживала его, и прекратил попытки соблазнить Серхата, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. А теперь перейдем к анализу. Приятного просмотра! После всех произошедших событий Серхат развяжет войну как внутри племени, так и внутри себя. Вынужденный играть с Йылдызом на глазах у Мелек, будучи орудием в интригах старейшин племени, и слезы любимой женщины вселят в его сердце великий гнев. Движимый этим гневом, Серхат развяжет войну мести, которая поставит под угрозу не только его самого, но и весь клан Кардаглы. Он больше не будет молчать, он больше не отступит. Он решит заставить Йылдыза, Акифа и даже Зияна Агу заплатить за их козни, одного за другим. После событий на свадьбе Зиян Ага нападет на свадьбу, чтобы сохранить свою власть. Используя публичное нарушение Серхатом обычаев племени как оправдание, он объявит: честь племени попрана, и прикажет своим людям атаковать. Раздастся стрельба, воцарится хаос и разнесутся крики Мелек: «Хватит!». Однако это нападение не остановит Серхата, напротив, оно разожжет в нем огонь. Султан Ханем будет всеми силами стараться не допустить сына к этой войне. Это не твоя война, Серхат. Ты не сможешь смыть свою любовь кровью, будет умолять она. Но Серхат не станет слушать слова матери, ибо она больше не верит, что может ответить Мелек, своей матери или даже своей совести. Тем не менее, Султан Ханем, решив не потерять сына, пойдет к Мелек и попросит ее помочь убедить его. Мелек, вся в слезах, вернется в особняк, обнимет Серхата и скажет: «Если ты не думаешь обо мне, подумай о своей матери». В этот момент пистолет Серхата задрожит, и обида в его сердце сменится отчаянием. Даже среди этой суматохи Мирьем Ханем не останется рядом с дочерью, напротив, она будет ждать возможности, чтобы Йылдыз заняла место Мелек. Хотя она и пытается помешать дочери стать его второй женой, в глубине души она не сможет противиться мечте Йылдыз стать женой господина. Однако с каждым днем Йылдыз будет падать в глазах и Мелек, и Серхата, теряя гордость. Присутствие Мелек будет сводить ее с ума с каждым шагом. В конце концов, даже Мирьем Ханем понимает, что ее дочь на неверном пути, и, заявив: «Из-за тебя все стали врагами», отправляет Йылдыз домой. После всех этих интриг Йылдыз потеряет доверие даже в глазах матери и будет вынуждена вернуться домой. Она гордо уйдет и вернется в слезах. Понимая, что Мелек все еще любит Серхата, она отдалится даже от матери. План убийства Мирьем Ханем в отношении Мелек наконец-то будет раскрыт. То, что они приняли за несчастный случай, на самом деле окажется покушением. Когда Мелек узнает, что за этим планом стоит Мирьем Ханем, все изменится. Серхат придет в ярость, услышав это. Когда Зиян Ага узнает об этом, он впадет в ярость против своей жены и дочери. Он воскликнет: «Ты пожертвовал моим именем и моим происхождением ради жадности двух женщин».
Мелек и Серхат помирятся, но это будет нелегко. Серхат осознает свои ошибки и извинится перед Мелек. Я тоже был заложником в этой игре. Я хотел быть рядом с тобой, а не против тебя, но они не позволили мне, скажет он. Сердце Мелек разрывается от этих слов, но она смягчится, увидев сожаление в глазах Серхата. Однако доверие между ними будет разрушено. Тема развода снова всплывет. Хотя Мелек все еще хранит Серхата в своем сердце, она никогда не забудет перенесенное унижение. Серхат попытается удержать Мелек, сказав: «Даже если ты разведешься, мое сердце будет твоим». Однако глаза Мелек наполняются слезами, и она уходит, говоря: «Иногда любовь защищается расставанием». Осознание того, что они влюблены в одного и того же мужчину, произойдет в момент глубокого противостояния. Когда Элдис говорит Серхату: «Я любила его до тебя», сердце Мелек почти останавливается. В этот момент обе сестры понимают, что влюбились в одного и того же мужчину, и, столкнувшись с этой правдой, полностью настраивают их друг против друга. После всего случившегося Серхат, не в силах сдержать гнев, отправится в особняк Зияна Аги. Он потеряет рассудок, заявив: «Из-за тебя пролилась кровь всех», и выхватит пистолет. Но как только он нажмет на курок, в его ушах раздастся эхом слово «Султан Ханем», материнская молитва не заканчивается кровопролитием. В этот момент в дверях появится Мелек со слезами на глазах и скажет Серхату: «Если ты меня любишь, не делай этого». В этот момент пистолет в руке Серхата падает на землю, и его гнев сменяется томительным молчанием. В ту ночь Серхат передумает убивать Зияна Агу, потому что слова Мелек, молитвы Султан Ханем и собственная совесть остановят его. Война не закончится, но человек внутри Серхата начнет меняться. Он будет искать не месть, а справедливость. На этом мы завершаем очередной анализ. Вы можете поделиться своим мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть новые видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.